Всем привет! С вами Дима Крино, и сегодня я расскажу вам о том, как я создаю свои Mascot логотипы и какую технику шейдинга я использую. Начнем с того, что любой Mascot логотип начинается со скетча. Он рисуется исходя из ваших художественных навыков и фантазии. Для многих начинающих дизайнеров это часто становится настоящей проблемой, потому что научиться этому без наличия хотя бы минимальной художественной базы довольно непросто. Ведь Mascot — это фактически полноценная иллюстрация, поэтому никогда не стоит забывать о практике. И для того, чтобы проще было объяснить наложение теней, я решил нарисовать вот такого симметричного кибервоина. Перед тем, как мы продолжим, я вкратце расскажу об основах создания объема на примере сферы, так как это напрямую пересекается с шейдингом в нашем логотипе. Для этого я подобрал цветовую гамму, которая также будет использоваться в нашем логотипе. Это 4 оттенка серого для бликов и теней, 5-й самый темный цвет для контура и 2 желтых оттенка для контраста. Итак, при создании объема определяющую роль играет источник освещения. В нашем случае он будет располагаться слева. Здесь все просто. Источник света слева, значит левая сторона сферы будет светлой, а правая темной. Погнали! Сначала заливаем сферу в нейтральный серый цвет, он будет служить основой. Затем добавляем тень на правую сторону, как бы деля сферу пополам. Далее добавляем еще один, более темный оттенок на правую сторону, чтобы сильнее подчеркнуть объем. Затем светлыми оттенками прорабатываем блики на левой стороне сферы. Также для усиления объема или обозначения второго источника освещения можно добавить рефлексы на темную сторону. Ну и накинем немного тени по саму сферу для эстетичности. Выглядит довольно просто, правда? Именно эту технику я использую при создании своих логотипов. Возвращаемся к нашему лого и применяем то, что только что увидели. Здесь все аналогично. Источник света также будет слева. Нужно просто запомнить основной принцип. Любой объект в логотипе нужно делить пополам, на светлую и темную сторону, и уже дальше работать с дополнительным шейдингом. Итак, выбираем нейтральный серый оттенок и заливаем персонаж целиком. Далее берем цвет потемнее и делим скетч пополам. Затем сразу обозначим контрастные части желтым цветом, чтобы прорабатывать их отдельно. Далее выбираем светло-серый цвет и прорабатываем блики на левой части. Но чтобы еще более круто подчеркнуть объем, я очень люблю использовать еще один цвет для отображения тени. Здесь все аналогично. Мы берем более темный оттенок и наносим на темную сторону. Желтые элементы мы прорабатываем по аналогичной технике, делим пополам и добавляем блики. Здесь будет достаточно 2 желтых оттенков для основы и белого для бликов. Также не забываем, что блики и тени нужно наносить с учетом выпуклости формы или объекта. Далее просто детальнее прорабатываем тени и изменяем цвет элементов на свой вкус.
Далее нам остается только перевести скетч в вектор и сделать все в той же последовательности. Для векторных работ я предпочитаю юзать CorelDRAW. Для перевода лого в вектор я обычно использую быструю трассировку. То есть закидываем скетч в Corel, трассируем, и в один клик наш скетч стал векторным, но немного кривоватым. Поэтому все, что нам остается, это просто поправить линии и добавить цвета, как на нашем скетче. Я не буду подробно останавливаться на процессе векторизации, так как это процесс сугубо технический и без знания программы сделать это довольно проблематично. Если это будет вам интересно, дайте мне знать, и я сделаю более подробный видос по этой теме. Процесс векторизации закончен. И вот что у меня получилось. Спасибо за просмотр. Надеюсь, это видео было полезно для вас. Пишите в комментариях, что еще хотели бы узнать по этой теме, а также подписывайтесь на мой Instagram и YouTube канал. Теперь видосы будут выходить гораздо чаще. Всем пока!